декомпозированным данным. То есть более подробно будем разбираться по каждому классу рынка недвижимости, по каждому сегменту. Сейчас мы будем говорить о вторичном рынке, класс социальное жилье. Перед вами карта города Одесса в разрезе административных районов. Видим, что рост 0,68% данного класса за месяц. И что бросается в глаза, наибольше всего подорожала недвижимость в Пересыпском районе. Ну, одесситы знают, не одесситы, если кто не одесситы, смотрит меня. То есть это спальный массив, здесь достаточно большой, поселок Котовского, не знаю, как сейчас его переименовали, наверное. Естественно, здесь промзона, вот, ну, то есть это достаточно бюджетное было жилье в данном административном районе, которое, мы видим, подорожало на 0,81% всего лишь за месяц. Меньше всего подорожала недвижимость в Приморском районе. Это рост плюс 0,57%. Переходим к следующему слайду. Очень быстро проговорим еще раз по аренде. Мы видим, что за один квартал, сравнивая первый квартал со вторым кварталом, аренда выросла на 2,44%. Вот красная строка здесь. Также можете посмотреть по административным районам. Но единственное, что здесь в выборку попали одно-, двух-, трехкомнатные квартиры и выше. То есть это средняя по городу аренда 421 доллар. Дальше, друзья, переходим к аренде. Мы еще вернемся в конце видео, досмотрите. Переходим к следующему слайду, который появился благодаря вам, друзья. Отвечая на вопросы, что произошло с недвижимостью в городе Одесса за 4 года войны, и сколько там, 7 месяцев уже, да, 8, наверное, уже, 8 месяцев, скоро 5 лет будет, подумать страшно. Так вот, друзья, на примере класс социальное жилье, это самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в городе Одесса, ну, в Украине в том числе, друзья. Давайте на этом примере рассмотрим. Напомню, что война началась у нас 2022 год, 24 февраля. Так как здесь мы делали исследования поквартально, начинаем мы с квартала, это март месяц 2022 год, первый квартал. 804 доллара за квадратный метр, стоимость квадратного метра. Социальное жилье. За первый год, в общем-то, недвижимость подешевела достаточно серьезно, где-то 8-9%. Рэперные точки есть, можете пересчитать. Второй год войны мы видели некая плата, то есть даже в каких-то периоды какой-то квартал видим незначительную динамику роста. В общем, второй год войны с недвижимостью практически ничего не происходило. А вот третий год войны, друзья, показал снижение порядка 13-14%. Зато что произошло на четвертый год войны, друзья? Ну вот здесь фантастика. С какого-то перепуга, как я говорю, стоимость квадратного метра начала медленно и уверенно расти весь 2025 год. Дальше 2026 год, один квартал мы видели незначительную динамику снижения. И опять, в общем-то, динамика роста видим, да. Друзья, кто меня смотрит, напишите ваше мнение, с чем это может быть связано. А в целом, подводя итоги, вот здесь экселевские данные, табличка, посчитали, то есть Excel посчитал за нас с вами. Период сравнения, естественно, март 2022 год, видим 804 доллара за квадратный метр. И уже в июле 2026 года это 739 долларов за квадратный метр, что показало все-таки, друзья, снижение в годовом измерение минус 8,08%. Да, друзья, именно так ведет себя рынок, никак не по-другому. В отличие от многих, так сказать, риэлторов, я не являюсь риэлтором, а риэлторы, как правило, они говорят, или все пропало, или же все, наоборот, очень хорошо. Растет стоимость квадратного метра. Но при этом, в общем-то, если вы у них спросите, на основании чего они так считают, они банально скажут, да, продаются квартиры как пирожки, да. Хотите верьте, хотите нет. Я же вам показываю всю динамику как и роста, вернее снижения, так и роста на всем протяжении длительном, это почти 5 лет. И в итоге мы видим, что все-таки минус 8% снижения стоимости квадратного метра
социальное жилье. Переходим к следующему, друзья, слайду. Тоже очень быстро как бы будем подводить итоги. Вторичный рынок эконом-класс. Рост плюс 0,51%. В разрезе административных районов можете посмотреть. Да, кстати, еще раз вот напомню, мне вот нравится, когда мне люди пишут, и причем, когда пишут, ну, вполне нормальные же люди, они не обязательно должны знать там чего-то про рынок недвижимости. По крайней мере, у них есть квартиры, они живут и там как-то уже имеют отношение. Так вот, мне с Ивано-Франковска написал кто-то, что Андрей, не может быть у нас за 1100 долларов стоимость квадратного метра. Ну вот видите, я вам очередной раз показываю, да, насколько, чем отличается человек, который профессионально занимается исследованиями, и обыватель. То есть, а какая недвижимость 1100? Возможно, есть, скорее всего, есть квартиры, которые в такую стоимость. Но вот если мы сравним с городом Одесса, это класс социальное жилье, то я так думаю, что с Ивано-Франковска человек может приехать и в Одессе купить себе, в общем-то, квартиру, наверное, даже побольше в метраже, чем его квартира в Ивано-Франковске. То есть это все к чему говорю? Без классификации рынка недвижимости говорить взаголи по заголям, это, в общем-то, пальцем в небо, что называется. Я же опираюсь на статистику, использую метод статистического анализа, что, собственно говоря, вам и демонстрирую. Итак, вы можете по админрайонам посмотреть стоимость квадратного метра, также можете посмотреть рост в процентном соотношении. А следующий класс – это сегмент рынка недвижимости первичный, то есть жилье не сдано, друзья, в эксплуатацию, не факт, что во время войны оно будет сдано в эксплуатацию, риски огромные на первичном рынке. Видим, что жилье подорожало, не жилье, а будущее жилье подорожало на 0,77%. В абсолютных цифрах можете посмотреть стоимость квадратного метра и рост в процентном соотношении также можете посмотреть за месяц, напомню. А следующий слайд посвящен квартира комфорт бизнес-класс. Это первичный рынок, друзья. Тоже динамика роста плюс 0,61%. В абсолютных цифрах смотрим, сколько стоит квадратный метр по административным районам. Ну и в данном случае динамика роста за месяц, положительная, естественно, то есть динамика роста. Видим, переходим к следующему слайду. Здесь у нас первичный рынок квартиры элитного класса. Обратите внимание, все это в долларах, да, и как очень сильно, Одесса у нас вот здесь, сводные данные, как очень сильно отличается в зависимости от класса стоимость квадратного метра. Элитный класс 1451 доллар, эконом-класс, это первичный, 652. То есть, ну, больше, чем в 2 раза разница. Поэтому в своих исследованиях я применяю метод классификации, он просто обязателен для того, чтобы понимать процессы, которые происходят на рынке недвижимости. Итак, мы увидели, что квартиры элитного класса подорожали на 0,35% за месяц. Киевский, Приморский, всего в 2 локациях, в 2 админ-районах строятся квартиры с подобными техническими характеристиками. И даже видим, что подобный элитный класс жилья отличается в зависимости от локации. То есть самая дорогая – это Приморский, недвижимость подобного класса. Ну и дальше видим, уступает в стоимости почти 500 долларов Киевский район. Но это тоже там ближе к центральной части. Друзья, переходим к следующему слайду. Будем уже